Здравствуйте, ребята! Сегодня я расскажу вам необыкновенную историю о совсем обыкновенной лягушке, которую звали Засим. Когда-то давно я работала в школе учителем биологии. Однажды мне предложили провести открытый урок для учителей из других школ. До этого я работала в университете на кафедре физиологии и решила попросить у них лягушку для урока. На улице стояла зима и было много снега. Рано утром я иду на работу и несу лягушку. Наверное, банка, где она сидела, была плохо закрыта. А может, так должно было случиться? Но когда я пришла в школу, лягушки в ней не оказалось. Мне пришлось провести урок по-другому. Я провела открытый урок и еще 3 урока, как дверь в кабинет биологии шумом открылась. И в дверях стояли раскрасневшиеся от холода и возбужденные от своей находки мальчишки, которые вечно крутятся около школы. В руках они держали за лапу заснеженную лягушку, которая не подавала признаков жизни. «Ольга Алексеевна!» – кричали они. «Это ваша лягушка!» «Ах, вот ты моя беглянка!» – подумала я. Наверное, она выпрыгнула в снег во дворе школы еще утром. Пришлось опять положить ее в банку и продолжить уроки. Когда они закончились, то я увидела, что моя лягушка отогрелась и ожила. «Ну что же мне с тобой делать?» Взяв банку с лягушкой, я пошла с ней домой. Мои дети восприняли это с восторгом. Мы пересадили ее в большую банку, налили немного воды и поставили на окно. Это была большая и сильная лягушка. Моя дочь Мария назвала ее Засимом. Зима в тот год была очень холодная, в окна сильно дуло, и когда утром мы подошли к Засиму, то увидели, что вода немного замерзла, и его лапки вмерзли в лед. Бедный, бедный Засим! Мы налили побольше воды, убрали его подальше от окна. Лапки скоро освободились ото льда, и они не пострадали. Дети хотели накормить Засима, но сделать это было сложно. Кажется, Засим спал, и еда его не интересовала. Дни шли за днями. Мы не могли дождаться, когда солнце растопит лед на прудах. Но вот однажды мы услышали голос Засима и поняли – пора, весна наступила. Мы все поехали на дачу, чтобы наш Засим наконец-то оказался в привычном ему мире. Пруды наполовину оттаяли, и образовалась широкая полоса, свободная ото льда. Мария бережно взяла Засима и положила его в воду. Он нырнул, поплыл и вскоре скрылся из вида. Мы были так рады за него, ведь жизнь его складывалась вначале так неудачно. Его поймали осенью, и он оказался на кафедре физиологии, где должен был стать объектом для опытов у студентов-биологов. Затем его побег на заснеженную школьную площадку, где он чуть не замерз. Потом его лапки, вмерзшие в лед на окне. И, наконец, счастливое продолжение. Он на свободе, он на прудах, где живут много других лягушек. Каждый раз, когда мы в дальнейшем проходили мимо пруда,
и слышали дружное кваканье. Нам казалось, что мы слышим низкий и глухой голос нашего Зосима, и от этого нам становилось радостно. Вспоминая Зосима, я хочу вам сказать, ребята, как бы ни сложилась ваша жизнь, какие бы препятствия вам ни встретились, вы сможете все преодолеть, если будете верить в это. А если вам будет трудно, вспоминайте историю про нашего Зосима.